Майка Work AG, известная под своим торговым названием Майка, является семейной компанией в швабском городе Пфеффинген недалеко от Тюбингена, основанная в 26 году Ульрихом Майшем. Компания первоначально производила малокубатурные двухтактные двигатели, однако после Второй мировой войны они начали производить свои собственные мотоциклы. Дорожные байки не были популярными, а вот внедорожными компания прославилась на весь мир. И их, благодаря победам в соревнованиях, продавалось куда больше, чем дорожных. Гоночные модели Майка по мотокроссу и эндуро оказались очень успешными, как в европейских, так и в американских соревнованиях на протяжении 70-х годов. Несмотря на отсутствие финансового капитала и поддержки гоночных команд с большими деньгами, как у японских заводов Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki, гонщики Майка оказались серьезными проблемами для японских заводов и обеспечили многочисленные финиши в тройке лучших на чемпионатах мира по мотокроссу. Сегодня я вам расскажу про один из таких мотоциклов, Майка 490 Mega 2, который появился в 1981 году и сразу же получил звание величайшего мотоцикла открытого класса по мотокроссу всех времен. После десятилетий европейского господства на всех уровнях спорта, выскочки из Японии начали свое наступление в середине 70-х и вытеснили соперников из Старого Света почти в каждом классе. В то время как классы 125 и 250 кубических сантиметров были полностью под контролем страны восходящего солнца, открытый класс еще оставался прерогативой европейских производителей, в котором как раз лидировал бренд Майка, а конкуренцию ему составляла Husqvarna. Причем эти марки имели разное представление о 500-кубовом классе и принадлежали к разным направлениям. В то время одни из производителей считали, что двигатель 500 должен быть по объему ближе к 400 кубическим сантиметрам, поэтому Husqvarna была их модель 430 CR. Однако другие склонялись к тому, что двигатель близкий к 500 кубическим сантиметрам намного лучше, поэтому двигатель Майка Mega 2 имел 490 кубиков. У тех и тех были свои плюсы и минусы. Главным плюсом Майка Mega 2 и ему подобных была, конечно же, мощность. 488-кубовый двухтактный одноцилиндровый двигатель выдавал почти 48 лошадиных сил максимальной мощности. Однако мотор был далек от совершенства в плане улучшений. Его можно было оборудовать лепестковым и мощностным клапанами, которые уже применялись у конкурентов. Их отсутствие компания объясняла предсказуемой ездой без каких-либо резких подхватов, которое облегчало управление этим зверем. За питание отвечал большой 40-мм карбюратор BIN. Коробка передач имела 5 ступеней. Передняя подвеска состояла из вилки собственного производства с ходом в 305 мм. А сзади устанавливались два амортизатора, которые прежде чем отрегулировать, нужно было сначала разобрать. Поэтому требовалась срочная модернизация, которая произошла в следующем году. Так, в 1982 году появляется мотоцикл Майка 490 Альфа 1, главным отличием которого от предшественника является переход от двойных амортизаторов к одинарным, что было необходимым изменением для сохранения конкурентоспособности. Поскольку это была первая попытка Майка использовать такую заднюю подвеску, многие ожидали проблем. Однако стабильность и управляемость мотоцикла действительно улучшились. Теперь легкодоступная регулировка амортизатора позволяла быстро настроить подвеску под любого райдера. Однако в скором времени начались повальные поломки штока на амортизаторах итальянского производства Corte Cosa, которые использовала Майка. Райдеры их сразу же меняли на Оленс.
1983 году компания выпускает следующую модель Mica 490 Sand Spider, что в переводе «песчаный паук». Тут, конечно же, был уже новый задний амортизатор Öhlins вместо слабенького Corte-Cozza. Ход заднего колеса теперь составляет 325 мм. Ход передней воздушной 42 мм вилки также увеличивается и составляет 310 мм. Плюс был доработанный двигатель, который стал уже выдавать 53 лошадиные силы. Однако все эти улучшения не спасли компанию, так как репутация на американском рынке в связи с поломкой заднего амортизатора и некоторых проблем с трансмиссией уже была испорчена, и продажи стремительно падали. В связи с этим Mica обанкротилась в этом же 1983 году, но продолжала выпускать небольшое количество моделей для мотокросса и эндуро, переименованных в M-Stars в Соединенных Штатах из-за юридических проблем. Они продавались до 1986 года. Несмотря на это, кроссовые мотоциклы Mica до сих пор считаются топовыми в этой дисциплине во всем мире.